Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня хочу я также протестировать новую нейросеть Firefly, которая Adobe внедрила в Photoshop. Доступен он только пока в бета-версии, то есть официально, когда он должен выйти, по-моему, это что-то в конце 2023 года. Бета-версия доступна только людям, у которых есть подписка на Adobe. Также я решила посмотреть, как это будет с новыми пользователями. Я зарегистрировалась, завела новую почту, зарегистрировалась на Adobe. И мне, как новому пользователю, там были предложены планы, какой там план выбрать хочу. И также мне в бесплатное пользование предложили, как говорится, протестировать вообще в сам Photoshop. Это, по-моему, 7 дней, если не ошибаюсь. 7 дней, то есть бесплатно можно пользоваться, потом уже за деньги. То есть, в принципе, 7 дней, я думаю, будет достаточно, чтобы протестировать Photoshop. Так, я вам подготовила несколько фотографий. Значит, давайте с вами приступим. Здесь фотография не очень хорошего качества. Например, что можно сделать с этой фотографией? Берем выделение, какое вам нравится, что вам удобно. Например, сюда я хочу. Ну, давайте вставим лампу. То есть вот здесь менюшечка. Нажимаем сюда. Генератив фил, это генеративная заливка. Здесь можно прописать то, что вы хотите вставить. Например, лампа. Запрос можно писать только на английском языке. Русский язык он еще как бы не распознает. Думаю, может быть, в дальнейшем будет работать с русским языком, но пока как-то я сомневаюсь. Нажимаем, значит, вот кнопочку. Вот он думает. Да, работает, кстати, он только когда вы подключены к интернету. Без интернета не работает. Так, вот получилась такая какая-то лампочка. Так, на выбор здесь предлагается как бы 3 варианта. Вот можно стрелочками, но это не то. Нет. Ну, это что-то сработало, но тут можно, в принципе, зачистить, сделать. Но мне не сильно нравится. И приблизить. Так, теперь результат. Мне не очень. Давайте попробуем, например, сюда вставить. Кстати, я уже с этой фотографии пробовала ставить лампу. У меня, в принципе, получались неплохие результаты. В этот раз как-то сработало кривенько, некрасиво. Мне не понравилось. Например, сейчас. Так. Допустим, сюда можно попробовать ставить вазу с цветами. О, смотрите, кстати, с цветами, вот мы можем перебрать 3 варианта, которые нам предлагают. В принципе, видите, ваза сработала неплохо. Ну, наверное, третий. Третий вариант неплохой. Приблизить. Видите, фотография очень шумная. Это с интернета взятая. Тут, видите, шум различается. Тут такой, тут такой. Ну, это, конечно, все можно поправить. Я вам просто как пример. Если, например, размещать в социальных сетях, то это не сильно и заметно. То есть, ну, все можно поправить. Можно добавить шума, которого не хватает. Ну, это, в принципе, я просто вам показываю как пример. Ну, фотография корявенькая по качеству. То есть, ну, что-то в этом роде. Понятно. Значит, давайте смотрим дальше. Вот у нас есть с вами такая девушка. Например, я хочу сделать ее, например, на фоне моря. Значит, я, чтобы не возюкаться, я выберу объект. Значит, видите, здесь есть менюшечка. Выделить объект. Это очень, в принципе, удобно. Так, девушку выделили. Давайте конвертируем. Shift-Ctrl-I. Значит, сюда прописываем, давайте, море на английском языке. И посмотрим, что у нас получится.
хорошая. Смотрите, что у нас получилось. Перебрать варианты, предлагаемые нам 3 штуки. В принципе, второй неплохой. Ну, тут далека не видно, как говорится. Можно вот этот, в принципе, довольно-таки неплохо получился вариант. Но это все как пример. Ну, нормально, мне нравится. Где-то что-то, конечно, косячки есть, работает не идеально, но в принципе на быструю руку и потом подправить вручную, всё равно вы потратите намного меньше времени, чем делать вообще все вручную. Так, берем выделение. Так, вот я выделяю. Допустим, давайте сюда, ну, горы вставим. Так, посмотрим, как здесь у нас с вами сработает. Смотрите, что у нас получилось с вами. Так, сейчас давайте посмотрим все предложенные нами варианты. Варианты. Так, такой, такой. Ну, либо первый, либо второй вариант. В принципе, мне нравится. Значит, давайте пробуем еще сюда что-нибудь ставить. Ну, пустовато как, например. Ай. Ну, в принципе, давайте переберем варианты. В принципе, довольно-таки неплохо. Даже, видите, и тень падающая есть. Все как положено. Ну, мне кажется, вот этот вот вариант больше всего подходит. Так, давайте дальше. Вот такая есть фотография. Можно. Давайте уберем с вами этот мотоцикл. Я выделяю его. Значит, здесь я просто выбираю генеративную заливку. Но я не буду прописывать запрос. Посмотрим, как он сработает. Без запроса. Ну, мне кажется, вот вариант, вот. В принципе, любой здесь вариант с большего. Мне кажется, первый больше всего подходит. Давайте, ну, что-нибудь добавим сюда. Ну, давайте, например, выделим вот дерево. Так, как оно так, на английском языке все. Любой запрос. Так, только местами поменяем. Вот так вот. В принципе, ну, мне кажется, вот второй вариант более или менее подходит. Так, давайте дальше. Давайте попробуем убрать очка. Выделяем с вами. Значит, я не буду никакого запроса создавать. Просто нажму сгенерировать, как говорится. Самостоятельно даю работу фотошопа. Пусть он думает сам. Он же искусственный интеллект. Так, давай посмотрим, что у нас получилось. Так, давайте предложенные варианты посмотрим. В принципе, что первый, второй и третий вот вариант. Второй, первый. В принципе, вообще сработало супер. Убрала. Вообще класс. Например, что можно еще сделать? Например, хочу убрать этих. Давайте, допустим, так, выделим их. Нафиг они там вами не нужны. То есть запрос тоже никакой. Отдадим, как говорится, все на усмотрение нашей нейросети. Пусть сама подумает. Супер. Давайте вариантики просмотрим. Эфик. Мне нравится.
Тут у нас с вами было. Стало. Во-первых, мне нравится, что это быстро. То есть, как раньше надо что-то убрать, надо где-то брать тот же штамп, еще что-нибудь, где-то делать коллаж, совмещать, где-то брать какой-то кусок одной лавочки, чтобы ставить и туда через маски это пририсовывать. Это очень много времени. В такой функции, конечно, это будет, но это прорыв. Это действительно прорыв. И плюс это вы меньше тратите времени. Это ваше время. Вы можете больше сделать фотографий. Так, мне понравился результат, я довольна. Так, ну а тут давайте попробуем. Вот давайте выделим парня. Значит, парня менять не надо, мы с вами конвертируем Shift-Ctrl-I и попробуем убрать фон этих лишних людей. Нам они не нужны. Но мне кажется, результат очень классный. Давайте посмотрим варианты. Ну, либо третий, мне кажется, либо первый. Ну, вообще супер. А теперь давайте с вами подытожим. В принципе, в бета-версии нашего фотошопа очень хорошо справляется со своими задачами. Понятно, есть какие-то косячки, не всегда все гладко получается. Естественно, я пробовала другие фотографии, тестировала. Там, например, поменять купальник, там что-то, какие-то более такие посложнее задачи справляется, но с небольшими косяками. Есть, конечно, и сильные косячки, но в принципе, например, задачи убрать, вернее, убрать человека лишнего, там предмет какой-то убрать, добавить что-то, какой-то недостающий предмет, например, там, ну как мы с вами, горы, дорастить фон можно, супер получается. Какие-то задачи посложнее, да, срабатывает не очень, но в принципе, если доработать потом руками, то можно в принципе получить классный результат. И при этом вы не тратите столько много времени, когда вы это делаете вручную. А, кстати, дорастить фон, сейчас я какую-нибудь фотографию найду, давайте вот покажу, как дорастить фон. Так, нет. Ну вот давайте чувачок. Есть у нас. Значит, сначала давайте расширим с вами немного, что, ну, в эту сторону, допустим. Да? Так, теперь надо выделить немного захватом. Здесь ничего не прописываю, просто, как говорится, генератив включаем. Смотрим, что у нас получается в итоге. Смотрите, как классно получилось. Искусственный интеллект работает на высшем уровне. Мне даже аж страшно становится, что он может потом впоследствии делать. Поэтому, я думаю, эта функция в нашем фотошопе, это будет супер-супер классная вещь. Я думаю, после того, как они сделают уже официальную, пропишут его в официальную версию, я думаю, это будет на уровне, на высшем уровне. То есть это намного упростит задачи, особенно вот вставить, добавить фон, когда иногда руками это очень сложно и муторно делать. Это, думаю, вообще. Ну, что говорить, искусственный интеллект, он и в Африке искусственный интеллект. И с каждым разом, смотрю, функции улучшаются и улучшаются. Все становится лучше и лучше. Поэтому, да, я думаю, будущее у нас будет за искусственным интеллектом, за нашими нейросетями. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!